Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я показываю, как же испечь вот такой идеальный бисквитный рулет, который всегда получается вкуснейший из самых-самых простых продуктов. Итак, что же нам для этого понадобится? Понадобится нам продукты все комнатной температуры. Здесь у меня 6 яиц, разделены на 6 белков. К ним же мы берем 85 грамм сахара, включая пакетик ванильного сахара в эту же массу. Здесь у меня 6 желтков. И к 6 желткам мы берем 60 грамм сахара. Также у меня здесь 60 грамм молока комнатной температуры, 60 грамм растительного масла без запаха, щепотка соли для желтков, 110 грамм просеянной пшеничной муки и 3 грамма разрыхлителя. Это чайная ложка без горки, по сути. Теперь мы начинаем взбивать желтки в отдельной емкости от белков. Они у нас разделены. Сахар, щепотку соли я уже туда добавила. Сахар я потом сейчас введу тоже весь, там всего лишь 60 грамм. Взбивать мы будем не до устойчивости, а просто чтобы эта масса у нас хорошо посветлела и хорошо увеличилась в объеме. Я взбиваю это в таких емкостях для взбивания. Всегда рекомендую всем их приобрести, они стоят недорого. Также можете в обычных мерных кружках взбивать. Так получается гораздо и гораздо быстрее. Вот смотрите, вот до такой вот массы мы должны взбивать наши желтки. И уже этого достаточно. Сахар весь растворился. Она не будет устойчивая, эта масса. Обязательно, если вы одним миксером взбиваете, хорошо промойте ваши венчики перед тем, как будете взбивать белки. И нужно их обезжирить. Здесь я ввожу сразу ванильный сахар в белки. И в другой емкости, конечно же. Здесь я взяла просто другой миксер, это для скорости в видео, чтобы быстрее видео снималось. Но вы же промойте свои венчики, если у вас один миксер, и взбивайте обязательно обезжиренными венчиками белки. И посуда для взбивания должна быть тоже обезжирена. Идеально чистая. Сахар ввожу в пару приемов. И белки мы взбиваем до такой меренги, как вот французскую меренгу, когда мы взбиваем на бизе. То есть у нас должны быть такие, ну, немножко дрожащие такие клювы. Не нужно взбивать до такой степени, чтобы аж колом стояла эта меренга. Нет. Сейчас я покажу, как это должно выглядеть. Это все происходит быстро, потому что емкость для взбивания очень удобная. Видите? Она вот как бы, ну, она устойчивая, она держит так прилично форму, но не нужно взбивать ее вот в камень прям. Теперь я беру большую емкость уже, где я буду замешивать тесто. Такая у меня миска большая, и я выкладываю просто белки. Вы можете взбивать сразу в большой миске эти белки, но я не люблю, это будет все по сторонам разбрызгиваться. Вот мне проще помыть эту емкость для взбивания. Вы же делаете, как вам удобно. Главное, чтобы белки и желтки взбивались здесь в разных емкостях. И теперь я буду также вмешивать туда желтки. Все это вмешивается очень быстро, в принципе, такими складывающимися движениями мы это будем перемешивать, чтобы не осели белки. Делается это все очень так быстро достаточно. И вот такими вот складывающимися движениями мы все это перемешиваем до однородной массы. Вот видите, вот такая масса должна у нас получиться. Итак, сейчас я такими в пару приемов тоже буду вводить муку. Мука у нас просеянная, пшеничная мука. Всю не надо сразу высыпать, в пару приемов. И также ввожу туда весь разрыхлитель. И также складывающимися движениями я просто перемешиваю. Это лопаткой очень аккуратно, силиконовой. И вот так немножко приподнимаем тесто, чтобы мука у нас распределялась плавно по тесту. И вторым приемом также ввожу оставшуюся всю муку. Видите, чтобы не было комочков. Это все достаточно быстро перемешивается лопаткой. Главное, чтобы не осели белки. Итак, все у меня здесь готово, все я промешала. Теперь я беру еще одну миску и вливаю туда молоко и растительное масло без запаха.
И из готового теста, уже которое у меня смешано с мукой, я туда откладываю буквально вот таких вот 2-3 лопатки. Ну, 3 я здесь отложила теста, чтобы соединить вот с этой жидкой смесью масла и молока. Вы же можете даже одну сделать, в принципе, ничего страшного. Я вот 3 добавляю. Все это перемешиваю просто до однородной массы. Все это перемешали и вводим уже в тесто. Уже в тесто, где у нас вот основное наше. И опять же складывающимися движениями все это перемешиваем очень аккуратно. Наша плита уже разогрета до 170 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз без конвекции. Выпекать мы будем наш корж на среднем уровне. Выпекается где-то 25 минут. Застелила я мой противень 40 на 30 сантиметров по величине он у меня. Пергаментной бумагой, она у меня качественная, силиконизированная. И теперь я буду выпекать вот в таком вот виде где-то 25 минут. Вы же смотрите по своей духовке. От 20 до 30 минут выпекается такой корж. Тесто я сейчас по углам вот так вот распределяю лопаткой силиконовой и обязательно берем шпатель, либо хотя бы ножом распределите, но чтобы поверхность, главное здесь у нашего коржа, была гладкой, чтобы она была у нас ровная. И все. И вот в таком виде мы ставим в духовку, разогретую до 170 градусов, вверх-вниз без конвекции, на средний уровень. У меня 25 минут выпекается. Естественно, проверяем готовность деревянной шпажкой. Вот так вот немножко нужно постучать об стол этот противень, чтобы вышел лишний воздух. Итак, прошло у меня 25 минут. Выпекся мой корж. Выпекается он идеально ровно, без бугров. Мы тесто все распределили. Ничего здесь ждать не нужно, чтобы он у нас как-то остывал. Вот в таком виде мы сразу его достаем из противня. Это сделать нужно обязательно. Очень хорошо бумага для выпечки отстает от краев нашего коржа. Я накрываю новым листом бумаги для выпечки и переворачиваю уже вот так вот дном вверх. И сразу же удаляю со дна всю бумагу для выпечки. Видите, какой идеальный корж получается у нас. Теперь я обрезаю вот такие вот краешки у моего коржа. Делаю я это со всех 4 сторон. Вы же можете не обрезать, но я обрезаю всегда, потому что так выглядит более эстетично. С этими же обрезками можно чай попить. И здесь на готовом, видите, вот такие вот все пропеченные они получаются, эти обрезки. Естественно, корж весь пропечен. И делаем вот так вот 3 надреза с одной стороны, где-то сантиметр-полтора, может быть, максимум между ними расстояние. И где-то сантиметр лучше брать расстояние между ними. И с другой стороны мы делаем как бы наискосок, обрезаем его. Это нужно будет нам для того, чтобы нам завернуть наш рулет. Здесь у меня абрикосовый джем. Вы же можете брать абсолютно любой джем по вашему вкусу. Мне нравится больше, чтобы с кислинкой был. Можно яблочный взять, вишневый, клубничный, какой вам нравится. И сейчас я все это буду заворачивать. Видите, с той стороны, где мы делали именно 3 надреза, я буду это заворачивать не руками, а именно с помощью моей бумаги. Вот я как бы бумагой вытягиваю, так как сверху корж абсолютно не липкий, он очень хорошо поддается вот именно вот этому заворачиванию. И вот в такой рулет мы это все скручиваем. Вот так вот я это закрутила. И теперь я здесь подкладываю линейку. И в таком виде он у меня отправляется в холодильник где-то на час, чтобы просто он там стабилизировался. Вот видите, там, где мы срезали наискосок вот этот краешек, благодаря этому у нас получилось очень ровное дно этого рулета. И вот таким образом на час где-то в холодильник я для стабилизирования отправляю этот свой рулет. Прошел у меня где-то примерно час.
Я достала рулет, убираю линейку и аккуратно начинаю разворачивать бумагу для выпечки. Бумага для выпечки абсолютно не прилипает к этому рулету. Он очень удачный, этот рецепт. Видите, такой идеальный, без разрывов, без прилипания получается у нас рулет. Вот специально здесь я взяла нож-пилку, который оставляет всегда много крошек. Даже ножом-пилкой, смотрите, как он хорошо нарезается, этот рулет. Это я просто вот здесь вот краешек хочу отрезать, потом буду разрезать обычным ножом. Видите, даже нож-пилка нарезает его превосходно. Вот смотрите, чтобы удалить из-под рулета вот эту всю бумагу для выпечки, нужно разорвать как бы напополам. Сначала одну половину удалить, чтобы перекладывать на блюдо, я имею в виду, а потом также и вторую половину. Вот такой рулетик у меня получается. Он превосходно нарезается, он превосходно держит форму, этот рулет. Он не требует абсолютно никакой пропитки. Вес общий без обрезков составил у меня 640 грамм. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео.